Для меня семья на первом месте. Это любому человеку нужна поддержка. Россия самая лучшая, и наигранную улыбку сделает любой. Я когда слушала музыку, у меня начинали бежать мурашки. Просто походить красиво. Это был день сурка. Посмотрите, сколько она всего умеет. Я как раз-таки уже прям взорвала. Я даже не поняла, что я поехала туда на просмотр к ней. Природа меня наградила огромным талантом. Когда я взлетаю, мне страшно было приземляться обратно. Саша не поехала. Я как бы тренировалась, но реально было больно. Типа, алло, бог. Я похудела на 9 килограмм. Очень тяжело выходить из гимнастики в никуда. Ринсан, мне кажется, уже все, да? От лица всей команды Центра художественной гимнастики номер 1 хочу поблагодарить компанию «Артблеск» и компанию «Соло» за поддержку всех наших невероятных идей. В ближайшие выходные пройдет турнир на призы заслуженного тренера России Анны Вячеславовны Дьяченко. До встречи в Солнечногорске! Погнали! Саш, хлопни Азизе еще раз, пожалуйста. Ой, давайте не кстати, у меня сердце сразу замирает. Азиз без этого не может. Азиза. Саш, привет! Привет. У нас уже второй выпуск подряд, совершенно случайно, но уже добрая традиция, с женами хоккеистов, с гимнастками, титулованными, классными гимнастками и жены хоккеистов. Казалось, это не редкость в наше время. Да, и в день, когда мы снимали Яну Кудрявцеву, как раз твой муж играл против мужа Яны в Уфе. Расскажи, пожалуйста, есть ли шутки среди гимнасток о хоккеистах? Ну, я не могу сказать, что есть какие-то шутки, но реально, мне кажется, это прикольно, что очень много девочек-гимнасток реально выходят именно замуж за хоккеистов, не просто даже встречаются, а доходят до семейной жизни и рожают детей. Вот. Но не сказать, что кто-то об этом шутит, ну просто это вполне, наверное, логично, потому что мы крутимся в одном кругу, в Новогорске, и поэтому, ну а где нам еще знакомиться с ребятами? Получается, только на базе, только в интернете все друг друга знают, и как-то это все так происходит. Общие ценности все равно, что спорт может поддержать. Ну, наверное, да. Ну и ребята-хоккеисты не теряются, знают, кого надо в жены брать. Так что так и получается. Хоккей, наверное, все-таки повлиял очень сильно на твою жизнь, потому что после ты была такой домашней девочкой-гимнасткой в Москве, и далее у тебя был прям период путешествий. Немножко расскажи. Ну, далее я стала такой же домашней девочкой-женой, потому что моя жизнь так и не сильно изменилась. Я просто родила ребенка, но действительно последний год очень такой у меня необычный получился. До этого мы жили 3 года в Москве, у меня муж играл в ЦСКА, вот, а последний год мы пожили в Торонто. Я как раз только родила ребенка, и в 3 месяца, как ему исполнилось 3 месяца, мы улетели в Канаду. Вот, это оказалось для меня очень большим испытанием, потому что, как я узнала, что медицина в Канаде и в Торонто не такая уж и хорошая, нет совершенно частных клиник, что для меня было сложно. Там нужно было через страховку записываться, через семейного врача. В общем, это оказалось действительно не просто для меня, и поэтому я ждала возвращения в Россию, в Москву, и я поняла, что я патриотка. И когда мы вернулись, мой муж подписал контракт с Ак Барсом, с Казанью. Вот, мы собрались, лето провели в Москве и поехали опять с ребенком, с няней уже в Казань. Вот. После Казани так сложилось, что нас захотел Питер в свою команду, вот, и моего мужа обменяли в СКА. Я с этими вещами, я ребенку купила горки, домики, уже обустроила максимально квартиру. Пришлось заказывать большую машину, и из Казани уже все везлось в Питер. Ехала. Везлось, наверное, не говорят. Ехала в Питер. Там, благо, мне моя мама помогла все разобрать, все выгрузить. И теперь мы живем в Питере, мне очень нравится, я реально кайфую от этого города. Все сложилось, мне кажется, как нельзя лучше. Теперь я живу и в Питере, и в Москве, и для меня очень это просто прекрасно. Очень близко к Москве, наверное, да, это один да, из больших плюсов. Да. Но ты даже не рассматривала, что ты будешь жить в Москве, в комфорте, родители рядом, а муж будет в другом городе? Нет, конечно, нет. Я считаю, что это не семья. То есть мы должны быть вместе, у нас ребенок. Несмотря на твои трудности, которые, все на тебя. Это не трудности, это, мне кажется, абсолютно нормально. Меня ничего так сильно не держит в Москве. И действительно, я не знаю, для меня семья на первом месте, поэтому вполне нормально. Если бы я работала, или если бы у меня было что-то реально, что меня здесь держит, но такого нет. А к родителям, к своей семье я могу ездить, когда муж уезжает в Уфу, например. И, наверное, ты сама как профессиональный спортсмен понимаешь, насколько важна поддержка твоему мужу, когда ты рядом.
Да, любому человеку нужна поддержка, что уж говорить. Ну, как бы не обязательно это должен быть спортсмен. Кому приятно приходить домой и быть одному в пустой квартире. Ну, нормальному человеку, кто ценит семейные там ценности и так далее. Так что, мне кажется, это независимо от того, спортсмен он или нет. Просто это семья, и мы должны быть вместе. Но на игры ходишь? Да, хожу, конечно. Ну, когда мы в Питере, хожу. Ты как раз одна из тех гимнасток, которые дружат с гимнастками после гимнастики. Это, кстати, не такая частая традиция у нас. Ну, да, так А получилось. с женами хоккеистов дружишь? Ну да, когда мы приходим в новую команду, в принципе, мы с девочками все нормально общаемся. Конечно, я не могу сказать, что это мои близкие подруги, но, в принципе, поддерживаем общение, все нормально, все хорошо. Нет никакого напряга. Я достаточно коммуникабельный человек, на самом деле. Я с удовольствием знакомлюсь и общаюсь, вообще легко нахожу темы для разговоров, и так что все нормально. В тот период, когда ты была в Москве, как раз проходил первый этап Гран-при в Олимпийский год. Расскажи, за кого болеешь, смотришь, за какую страну, есть ли любимицы? На самом деле я приехала только на Гран-при, это я утром прилетела и вечером улетела, то есть ребенок у меня остался в Питере с нянями и с мужем, а нет, он даже в основном с мужем остался, в этот раз был папин день, вот, и я подумала, что я хочу уже увидеть Ирину Александровну, потому что я ей, честно говоря, давно обещала, что я приеду к ней в гости, а как-то не складывалось то, что вот у меня очень много переездов, вот, и потом я сейчас поступила на аспирантуру и с Раисой Николаевной, вот кто у нас в Лесгов-то. Да, в Питере. Мы сейчас с ней начинаем работу над моей диссертацией, если это правильно. Все верно, верно. Диссертация, да. И поэтому мне нужно сейчас потихонечку опять вникать во все, что происходит в мире художественной гимнастики, да. Ну вот, и поэтому я приехала, посмотрела, это были финалы. Мы как раз приехали с Ритой, наградили девочек, вот. И, в принципе, мне очень понравилась новая программа у девочек, и вообще все очень здорово. Конечно, я не могу сказать, честно говоря, за кого я конкретно болею, потому что реально это, наверное, первые соревнования, которые я посмотрела за последние 2 года. Ну, скажу честно, я не могу сказать, что я слежу. Мне очень понравилась Даша Трубникова, я ее видела впервые. У нее очень красивые длинные ноги. Я люблю такую гимнастику, когда это красиво. Когда смотришь, высокая девочка, красивые элементы. Но и, конечно, Аверины делают невероятные вещи, и им нужно отдать должное, они так много пашут, стараются, умницы девочки. Вот, а так, честно говоря, больше не могу сказать, что мне кто-то сильно запомнился. Ну, Катя Селезнева, в принципе, тоже, но я, по-моему, просто не успела на обруч, а она как раз в нем выступала и выиграла, поэтому не буду лукавить, я просто, наверное, не увидела. Вот. Ну, не хочу кого-то выделять, потому что я не так много реально слежу за гимнастикой, и чтобы мне кого-то выделить, мне нужно хотя бы немного посмотреть. Так что вот. Все красиво, все прекрасно, как всегда. Россия самая лучшая, и это самое главное. Ты нашла отличное время, чтобы вернуться в гимнастику как раз для просмотра. Мне кажется, олимпийские программы. Да. Такая конкуренция сумасшедшая, которая сейчас есть, когда непонятно, наверное, в первый раз в сборной России настолько, когда непонятно, кто поедет на Олимпийские игры. Да, это интересно. Это что-то удивительное. Такой сезон непростой будет. Но когда у нас был сезон, все было очень... Когда я выступала, все думали, что едет Канаева Кондакова, но потом у нас все перевернулось вообще с ног на голову, поэтому, видишь, это не всегда, даже когда знаешь, кто поедет, не всегда это точно оказывается. Не зря Львовна Карпушенко сказала, что Олимпийские игры — это какие-то особые соревнования, на которых не действуют правила. Да, вообще ничего. Никаких. Да. Ты рассказала, что начала учебу в аспирантуре и уже услышала, придумала тему диссертации, потому что это делается именно так, я также писала, это очень сложно найти то, что будет интересно, почувствуешь. Что-то новое, конечно, потому что все-таки стать кандидатом педагогических наук это не так просто, нужно реально придумать и сделать что-то свое. Я думаю, что я углублюсь в тему предметной подготовки, особенно что касается малышей и дальше, как ее развивать, что нужно делать. Вот, поэтому буду как-то работать в этой сфере сейчас в Питере, может быть, как раз посмотрю, как дети тренируются, и попробую какую-то таблицу создать насчет этого, ну и удивило. Конечно, ты прекрасно работала с предметом, но я думала, будет что-то связано с эмоциональными выступлениями, потому что твоя артистика... А этому не научишь. Это либо есть в твоей душе и в твоих генетических каких-то, наверное, историях, либо у тебя этого нет. Тут этому не научишь. Наигранную улыбку сделает любой, я так и могу написать. Наигранная улыбка, все, что, а что еще, какие эмоции еще? Как это развивать, я не знаю. Это идет, наверное, тоже из семьи, это нужно развивать.
на каком-то таком уровне с рождения. Раз мы затронули тему артистики, ты была сумасшедшей артистичной гимнасткой. Мало гимнасток сборной России, у которых еще очень все здорово с артистикой. Расскажи, как в тебе это развилось? Сразу ли ты в гимнастике говорили: о, это артистичная Саша? Да, может быть, я рассуждаю неправильно, как я сказала, да, что это идет от души, но это идет именно так у меня. Я не знаю, как этому можно научить. Я всегда была эмоциональной, я всегда улыбалась, у меня всегда была улыбка до ушей. Это идет из детства, это идет с рождения, из семьи. Я всегда была счастлива, у меня всегда все прекрасно, я улыбалась. Я когда слушала музыку, у меня начинали бежать мурашки, особенно сейчас, когда я взрослая. Вот, и, не знаю, я говорю, это идет от сердца, от души. Имеется в виду, что ты хорошо танцуешь. Тоже это идет как-то, я не училась чувство этому. тела от природы. Да. Но это все еще зависит от музыки. Мне кажется, нельзя просто без музыки начать танцевать или улыбаться, или пытаться какие-то эмоции проявить. Меня очень трогает музыка, и из-за этого это все и происходит. Какая из постановок твоих была тебе наиболее близка? Наверное, мне очень нравился «Мой мяч» под музыку из «Хроники Нарнии». Это была первая моя такая серьезная композиция, не веселая, там типа «Цыганочки» или что-то еще, а это такое, в чем можно было проявить другие эмоции, не обязательно улыбаться, а глазами или бровями или чем-то другим пытаться запомниться или сильными движениями. Вот, всегда мечтала я выступать под музыку из «Гладиатора», потому что это, наверное, один из моих любимых фильмов, и я буквально на позапрошлой неделе ходила на концерт, был тур по России Ханса Циммера, по-моему, если я правильно, надеюсь, назвала его имя, фамилию. Это человек, который написал «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Король Лев», вот эти все легендарные саундтреки. Вот, и меня это просто вдохновило, меня это все мурашки. Я думала, как бы я мечтала выступать под эту музыку. И вот, наверное, мне больше подходят такие серьезные композиции. Но несмотря на это, и мне очень нравилось мое упражнение с булавами Дженнифер Лопес. Да, я тоже кайфовала, я пела постоянно. Во время известных. Да, во время своих танцевальных дорожек я непроизвольно начинала реально петь. И даже многие потом, честно говоря, это пытались пародировать. Тоже кто-то пытался петь во время упражнений, но это было уже не так органично, потому что реально у меня это шло неконтролируемо. Мне кажется, Джейво... Не у всех, да, неконтролируемо. Ну да, она реально заряжает энергией невероятно. Мне кажется, даже Джейво дошло, мне кажется, это видео, потому что в Инстаграме оно очень популярно, твои выступления именно с булавами. Да, ну они прикольные были очень, мне кажется, на всех, все понимали эту музыку, все понимали это упражнение. Оно было реально таким очень прикольным. Одно из показательных, которое мне запомнилось, было такое непростое, такое необычное для себя. Это было не веселое, с плечами вот и цыганочка такая, а под казачью музыку. Да, не для меня. Ну, казачья музыка для меня это не дикость, потому что мой папа казак. Реально казак, и его посвящали в казаки, моих братьев посвящали в казаки. Я это не сделала просто, знаете, вот потому что мне понравилась музыка, и я это захотела. Расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, близка к традициям твоей семьи, из-за этого расскажи людям, почему был выбор, был сумасшедший красивый костюм, я это помню. Мне это близко, мне это действительно нравится, я очень люблю нашу русскую культуру, и мне кажется, все идет из семьи. Ну, вы представляете, когда ты каждый день слышишь о казачестве, когда ты каждый раз слышишь эту музыку, когда ты едешь в машине, идет казачьи эти песни, они хочешь не хочешь, они в твою душу как бы входят. И потом я реально, у меня и мяч последний был «То не вечер», тоже песня казачья, вот. И, не знаю, я так почувствовала, я, можно сказать, сама сделала этот номер абсолютно без постановщика. Ну, там ничего сложного не было, просто походить красиво. Но мне кажется, от того, что это было от чистого сердца и от того, что я понимаю эту музыку, не просто я ее услышала, она красивая, а потому что я понимаю русскую душу, русский народ, я думаю, это было достаточно эмоционально и сильно. Да, это было очень красиво, да. И многие не ожидали увидеть тебя вот в таком... Но это скорее даже ближе мне, чем что-то другое, чем улыбаться это или еще что-то. Раз мы от хоккея уже так приблизились к гимнастике, расскажи что-то интересное, не обязательно, что тебя как привели в гимнастику, это наш традиционный вопрос, из детства гимнастического, когда еще Саша Меркулова не была звездой, еще не выиграла первые Олимпийские игры юношеские. Блин, ну так прям какую-то историю мне сложно вспомнить, ну нужно какую-то вообще хотя бы... Может быть... О чем? Ты тренировалась в 24-й школе. Да, Дешев 24, это дворец детского спорта.
Я, кстати, не знаю, почему родители меня привели именно туда, потому что жили мы на Кутузовском, а ездить на шоссе энтузиастов было очень долго, минут 40, а когда стояла эта набережная, так мы вообще обратно ездили сюда часа Воспоминания из детства. Да, это было тяжело, сначала школа с 7 утра до часу, час 05, 5-й урок. Все, потом ехали на тренировку, тренировались до позднего вечера, потом уроки. Ну, честно говоря, нечего особо вспомнить, это был день сурка, но мне казалось это абсолютно нормальным. Мне кажется, у детей вообще нет чувства усталости, но появляется у взрослых. Реально, дети, они как роботы, вообще спокойно. У них такой, не знаю, вот я смотрю на своего ребенка, он, мне кажется, не устает никогда. У него в 8 вечера он начинает скакать, прыгать, ему как будто нужно свой лимит энергии куда-то деть. Поэтому мне кажется, что дети — это просто что-то феноменальное. Ну, то есть вот историю прям вот такую глобальную, что меня тронуло, не могу вспомнить. Ну, прям так. Ну, то есть к тебе не относились как сразу к перспективной девочке, все разрешали там? Да нет, То есть конечно, ты была Господи в помилуй. обычной группе, начинала Да, тренироваться да, без конечно. каких-то там амбиций, что вот все это Не, пришла? ну, я пришла в 3 года, меня не хотели брать. У меня мама такая, она меня в 2 года уже отвела там в светофор какой-то, петь песни, танцевать. Она думала, что я самая талантливая, что я самая вообще красивая. И вот в 3 года она меня привела, говорит, посмотрите, сколько она всего умеет, она уже и на шпагат садится и все делает. Вот, ну и мой первый тренер, Наталья Николаевна, она сказала, ну, хорошо, сообразительная девочка для 3 лет, можно попробовать. Хотя раньше, сейчас уже с 2 лет, берут, а раньше с 5, дай бог, начинали. Вот. Ну и все, я начала так потихонечку, потом в 8 лет, в 9 меня, ну, как во всех школах, передают дальше тренеру Людмиле Леонидовне Минаевой. Вот, я попала к ней, она была очень строгой. Попала я, Женя Ширяева и Аня Кузнецова, мы всегда втроем были все детство. Вот, и я ее так всегда боялась, мне казалось, что просто... Прям это человек, который каменная стена вообще, без эмоций, она всегда такая была очень строгая. На самом деле сейчас, зная ее, я понимаю, как сильно она в себе тоже такая сила, чтобы из нас сделать реально хороших гимнасток, потому что, ну, она действительно очень тоже хороший тренер. Я ей благодарна очень сильно за все, что вообще у меня есть, потому что она из меня реально слепила. Первый, кто, ну, из меня что-то сделал, это она. Ну, это как раз тот возраст, когда из девочки надо Делать лепить и гимнастику, пониматься. да, Вот из 8 до кандидата, это вот период, когда становится Ну и гимнастом. кандидаты тоже, то Ну, есть это вот да. ее как раз время. Ну, чтобы нас увидели как Ну кандидата, да, я имею в виду вот с кандидаты, 8. там уже Да, усложняется да, все. да, Вот. да, да. А именно шаги гимнастки, Да. линии уже вот Да, именно да, в этот... да. Обожаю этот возраст, это такой для меня... Ну они, да, уже и соображаешь, и можно как-то все развивать потихонечку, да, это, я думаю, И такой чистить самый... уже Да, такой да, 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 очень красоту важный уже, возраст да. в гимнастике, скажем так, и уже видно эту линию девочек, и мозги или не мозги, старания, не Да, старания да, и но так мозги далее. действительно важны в гимнастике. Когда первые успехи пошли? Вот как раз перешла к Людмиле Леонидовне, и потихонечку так она меня начала чистить, мне данные мои дальше развивать. И вот потихонечку начались как раз МГФСО соревнования, или вот турнир Барсукова у нас был в Дворце детского спорта, это как раз тоже все МГФСО съезжалось, ну и все вот, вся Москва съезжалась, точнее не МГФСО, а Москва. Вот, ну и так я потихонечку начала 2 места занимать, потом то 1, с Наташей Булычевой как раз мы начали там 1, 2. Вот, ну и как бы потом юные гимнасты, Россия, потом я перешла на кандидатов, тогда были вот Луконина, Андронова, вот эти взрослые 93-го года, я была 95-го, поехала на первенство России, я не знаю, как это тогда Первенство называется. России, да. России, я заняла 5 место, прям после всех самых звезд вообще, которые тогда были, и тогда обо мне, конечно, начали говорить, потому что 3 место со скакалкой в финале я заняла, ну, то есть это было прям феерично для такой маленькой девочки, которая только начала 1 год по кандидатам. Тогда 3 выступал вместе с 5, ну, Да, это объединено, было, как КМС, да, я и не знаю, ты- как сейчас, но... Ну, нет, всегда КМС Да, это 3 года, и переходит Вот, самый вот. младший, обычно на младший не обращаются, Да, соревнуются. а я как раз-таки уже прям взорвала, вот, и все было круто. И дальше знакомство с Ренсаной уже с тебя не как ты берешь у нее автографы, а с Нет, тебя это как было не гимнасткой. знакомство, это я была обычной маленькой девочкой, которая подбежала брать интервью, Ну у да, нее да, закончилась как ручка, раз. это была драма, потому что я думала, что я никогда больше ее не увижу, это моя мечта, но жизнь сложилась по-другому. Вот, и нас пригласила Амина Василовна, по-моему, как раз с моим тренером и еще с 2 девочками, которыми мы вот как раз в группе тренировались. Я пришла, я помню, все девочки такие пришли, ну вот эти 2, Аня и Женя, пришли такие зализанные в пучках, они-то понимали, куда они едут. Я вообще, видимо, не знаю, где-то витала в облаках, меня привозит мама просто в Новогорск с одной резинкой, я какой-то там корявый хвост собрала,
Амина Васильевна на меня смотрит, говорит: Саша, типа, почему ты так выглядишь? Ты вообще понимаешь, куда ты приехала? Я даже не особо знала, кто такая Амина Васильевна на тот момент, честно говоря. 10 лет, куда там, вообще непонятно. Я вот как теленок за своим тренером ходила, Людмила Леонидовна, и вообще не соображала, что еще есть какой-то другой мир гимнастики. Кто-то более важный Да, человек. ну Ирину Александровну, конечно, знала, но и все, на этом все заканчивалось. Вот, и я даже не поняла, что я поехала туда на просмотр к ней, честно говоря. Я просто подумала, что я приехала в Новогорск, приехала и приехала. Вот, и все, мне Амина Васильевна там собрала какой-то хвост более презентабельный, у кого-то еще резинку там попросила. И мы начали разминаться, у меня действительно были, вот честно, объективно, не то, что я себя хвалю, но природа меня наградила огромным талантом в плане, я прыгала, у меня это реально было не как бы не наработано, а просто, как талант, так как есть, данные очень большие, у меня была хорошая растяжка, у меня была нереальная гибкость, при всем при этом я прыгала очень высоко, прям мне казалось иногда, что когда я взлетаю, мне страшно было приземляться обратно, что я слишком высоко. Вот, и пришла Ирина Александровна, увидела меня, говорит: ой, как она хорошо улыбается, какая красивая девочка. И тут я начала прыгать, все это делать, и она в меня влюбилась. Вот, потому что, правда, мне кажется, я бы в такого талантливого ребенка влюбилась, что уж скрывать. Вот. Как есть. Это не моя заслуга, это Господь Бог меня наградил, и мои родители, которые дали мне эти данный талант. Тут совершенно не моя, заслуга. Вот, и реально Ирина Александровна сказала, что я копия Алины, также улыбается, такая же гибкая, такая же прыгучая, только еще очень узкая. У меня фигура была маленькая, я очень маленького роста была, очень худая, вообще тоненькая на тот момент. Вот. Куда потом что делать, я не знаю. Вот Ирина Александровна, в общем, была поражена моими данными. Все, и дальше мы уехали обратно к себе в дворец детского спорта, потому что мы были очень маленькие, нам было 10 лет, но она меня запомнила. И потом были опять первенства России, она постоянно за мной следила, я то хорошо выступала, то не очень, и уже в 12 лет она сказала: так, давай-ка все, родителям моим приезжает, будет жить, но это действительно, я считаю, для такого ребенка рано. В Новогорск приезжали лет в 15, дай бог, а мне было 12, мама моя, я еще очень домашняя девочка, у меня очень такая дружная семья, и я всегда была дома, и тут меня на базу. Ничего, все прошло нормально, я приехала, Ирина Александровна начала реально заниматься только со мной. Хотя были другие гимнастки, она приезжала реально меня тренировать, иногда только меня. Вот, это было, конечно, очень приятно, немножко сложно, потому что маленький ребенок, но я так кайфовала от этого, я так сильно питалась ее эмоциями, и я так сильно видела, что я ей нравлюсь, и меня это очень сильно, вдохновляло, да. И вот так все пошло, и она меня называла только Сашечкой, только моей кошечкой, котенькой, и вообще она была так со мной добра, и вообще, она и сейчас со мной добра, но когда я была маленькая, то есть... Сейчас люди по ту сторону экрана, хейтеры все такие думают: о боже, как, да, как же Ирина Александровна должна была бить тапки, где сплетни, интриги, где это все? Она даже ни разу меня по имени просто Сашей не назвала лет до 15. Вот как закончилась юношеская олимпиада и начались реально серьезные тренировки, началась реально взрослая гимнастика. Взрослая гимнастика, и уже когда на кону стояла страна России, то да, конечно, мне начало попадать периодически. Вот. Но до этого это просто была сказка, это был просто рай для маленькой гимнастки. Ты понимала, что с кем ты работаешь в тот момент? Наверное, от того, как она сильно меня любила, и как, конечно, безусловно, но у меня не было перед ней такого страха и трепета, как, наверное, у других. Я ее воспринимала как своего тренера. Как тренера, который меня очень сильно любит, и абсолютно нормально, у меня не было вот этой трясучки, как у многих, перед Ириной Александровной, я думаю, почти у всех она присутствует, да и у меня потом началась, вот, а в тот момент нет, мне казалось, что это такой родной, близкий мне человек, и вообще я очень все было хорошо, легко. А когда Ирина Александровна выводила тебя на соревнованиях, был особый... Была немного более ответственность, что да, такой человек за мной стоит, что я представляю не только себя, еще и ее, этого легендарного тренера. Вот. А так, нет особо. Обычный тренер, как это сказать? Когда тебя тренируют с утра до вечера, твой конечно, тренер, ты к нему привыкаешь. Ты ребенок, ты понимаешь, и все это было для тебя нормой. Да. Ты так вскользь сказала, ты являешься первой победительницей юношеских Олимпийских игр. Они тогда были вообще первые, это было новизна, никто не понимал, что это происходит. Юношеские Олимпийские игры, что, где, когда. Расскажи, ты как виновница, участница непосредственно, это все было по-настоящему? Да, это было очень все здорово, очень на высоком уровне, очень все серьезно. Мы реально готовились как к Олимпиаде просто среди юниоров.
так у нас был очень тяжелый отбор на чемпионате Европы, была квалификация, чтобы попасть на эту Олимпиаду. Ну, в общем, это все было абсолютно так же, как и взрослые. Я, зная потом, как я готовилась к Лондону, но все было то же самое. Но это проходило в Сингапуре, у вас была олимпийская деревня. Да, была очень классная олимпийская деревня, было невероятно много ресторанов, именно, вот знаешь, как кухня. Были автобусы, которые прям по этой деревне ездили, было много спортсменов. Это было прям абсолютно обычная олимпийская деревня на хорошем уровне. И на удивление я такую еще и застала в Казани, когда была универсиада. Тоже это была очень хорошая организация, просто было все круто. Девочка, которая выиграла первые юношеские Олимпийские игры. Корона. Нет, Не было там вообще ничего? не про корону. Нет, да, блин, не знаю. Ну, мне кажется, у меня ее никогда не было. Может быть, у меня была корона от того, как меня Ирина Александровна считала, Особенной. насколько талантливой, да, может быть, но и то. В плане спорта, да нет, не было у меня короны. Я всегда была послушной и хорошей девочкой. Ну, реально, у меня просто характер не бунтарки. Поэтому Мне так никакая нравится, как корона ты меня анализируешь различные этапы своей жизни. Ну, сейчас смотришь, конечно, с колокольни, я уже сама мама. Я уже смотрю на своего ребенка, я смотрю, какие у него этапы развития идут. И, конечно, в год я себя не помню, но примерно уже как бы понимаешь, что он уже начинает проявлять свой характер, уже что-то. И... Да, дети не так просты. Один из самых сложных этапов в развитии гимнастки — это переход от юниоров к сеньорам. Во-первых, это и физиологические уже особенности, и, во-вторых, очень много юниорок лидеры, и им очень тяжело потом, они попадают на скамейку запасных. Я не успела, наверное, попасть на скамейку запасных, хотя, может быть, мне бы это, наверное, не повредило. Я потому что начала, мы начали работать на износ, и у меня начались травмы, потому что детский организм все-таки даже не столько к физической, сколько к эмоциональной нагрузке, наверное, немножко не готов. Вот. Но началась сложная программа, и я начала тренироваться, и все было как-то нормально. Ну, просто уже была очень близко Олимпиада 2012 году. Если я в 2010 еще в Сингапуре выступала, то в 2012 уже была взрослая. Вот, и Ирина Александровна... У тебя был второй год по мастерам. Да, я была третьим, четвертым номером, но у нас всегда были лидеры Кондакова, Канаева, то есть как бы я не думала, что вообще может быть такое, да, мне кажется, даже Ирина Александровна не думала. Но судьба сложилась так, что Даша порвала мениски или колено. Да, с коленом у меня была травма колена. Это была такая травма, которая уже никак. К сожалению, не могла. И это были соревнования, я прям как сейчас помню, это был Корбель. Это был Кубок мира, по-моему. И вот Ирина Александровна мне звонят и говорят, Кондакова рвет колено. Она в панике, она не понимает, а выступаю как раз я, Дмитриева и Канаева Женя. Вот, и она говорит сейчас нам, Дмитриева и мне, кто выигрывает, тот едет на чемпионат Европы в Нижний. Ну, а дальше после чемпионата Европы уже Олимпиада. Следующая, пожалуйста, Олимпийские игры. И я помню, что Даша Дмитриева роняет мяч за площадку. Ну, прям реально в последнем броске. Ну, я прошла нормально, чистенько, так более-менее, как бы, и выиграла ее на тот момент. И все, и как Ирина Александровна сказала, так и было. Я выступила в Нижнем Новгороде, заняла второе место после Жени. Ну, то есть нормально, стабильно выступила. Ну и все, и дальше началась подготовка к Олимпиаде в Лондоне. На тот момент кто считался твоим личным тренером? На тот момент была Наталья Македоновна. Ну и Ирина Александровна вообще, то есть она не пропускала ни одной тренировки. Поэтому у меня было реально 2 тренера, которые каждый день были на моих тренировках. И выводили меня, и вообще все было очень серьезно. Дальше, пожалуйста, расскажи, как были эти несколько месяцев, потому что это до Олимпийских игр оставалось меньше триместра, там около 3 месяцев, по-моему, после Европы как раз. Как случилось, что Саша не поехала? выступала? Не поехала. А случилось это за 2 недели до Олимпиады. Подожди, вот ты Саша не поехала. Смотри, на Европе ты становишься серебряным призером. Да, хорошо выступаю, все отлично. Любимица Ринцаны, все супер. Да, идем. Как бы я и не переставала быть. И так как бы все логично, все хорошо шло. Потом у меня начинает болеть нога. Как потом я узнала, что это был перелом. Но об этом почему-то на рентгене не увидели. Вот. И я как бы тренировалась, но реально было больно. Вот. Ну, как бы я сильно об этом не говорила, не рассказывала, спокойно себе тренировалась. Ну, одни соревнования я снялась в финал, потому что, я не знаю, у меня была такая боль, что я думала, сойду с ума. Никакие обезболивающие мне не помогали. И это было, наверное, немного то, что чуть-чуть пошатнуло, и дальше уже, наверное, как-то
по накатанной ком. Хотя не могу сказать, что там что-то дальше происходило. Все нормально было, я тренировалась, мы поехали на сборы в Шеффилд, это под Лондоном. Вот. У нас проходили контрольные тренировки, и мы реально с Дашей не знали, кто поедет. И мы даже смеялись, Ирина Александровна говорит, я сейчас позвоню и решу, кто поедет. Я не знаю, почему она эту фразу сказала, и Даша посмеялась, типа, алло, бог? Типа, кому она еще может позвонить и об этом узнать? Вот. Это очень смешно. Да, ну как бы, потому что реально просто никто, там были какие-то безумные голосования среди тренеров, и, короче, никто не знал. И потом я сижу в номере, читаю с утра интернет, и на Олимпиаде выступает Дарья Дмитриева. Я думаю, блин, наверное... нет, я не читаю, мне пишет девочка ВКонтакте, Саш, не переживай, в следующую Олимпиаду поедешь. Я думаю, что, с ума сошла? Какой следующий, типа, что вообще? Да, я вроде еще на эту готовлюсь, да, ну как бы... Потом еще одно сообщение, еще одно. А тогда какой-то был безумный ажиотаж. Видимо, людям нравится, когда вот идет такое соперничество. Прям следили очень серьезно, какие-то мемы сделали, там прям война была Дмитриева, Меркулова, да. Вот, и я открываю уже дальше интернет и вижу это интервью Ирины Александровны. А потом я ей сама звоню в 6 вечера, говорю, Ирина Александровна, не хотите со мной поговорить там, ну, вообще, что происходит? То есть ты как гимнастка могла позвонить Ирине Сане и спросить так? Ну да, а как, ну, блин, я готовлюсь к Олимпиаде, а я не знаю о том, что я не еду. Ну, это, блин, вообще-то очень эмоционально тяжелая история для ребенка в 16 лет. И вообще, ну, как бы, конечно, мне хотелось вообще понять, что происходит. А ты жила в номере одна или с Дашей? Одна, да. И... Ну, блин, это мой тренер. Конечно, я могла позвонить и спросить все, что угодно у нее. Но я звоню, Ирина Александровна. Я просто сказала, Ирина Александровна, говорит, Саш, поднимись ко мне в номер. Ну и все, я поднялась, но она мне объяснила это так, что я очень молоденькая, если я совершу ошибку на выступлении, то меня сразу уберут. И очень, ну, видимо, мне не хватило немного как это рейтинга, чтобы если я даже совершила ошибку, я осталась на пьедестале. А если бы я хоть немного ошиблась, я бы сразу вылетела. Потому что были другие девочки, там Черкашина, как раз Аля Гараева и так далее. Я мурашки вспоминаю про Алю Гараеву, 4 место, для меня это было сложным. Да, тоже. это тоже драма очень большая, и в гимнастике такое бывает. Иногда, наверное, лучше не выступать, чем пережить то, что проигрыш. Да, такой особенно еще непонятно, насколько это было справедливым проигрышем с точки зрения судейской. Да, я, честно говоря, это проходило у меня в таком тумане. Ну, знаете, представляете, когда у меня все это произошло, я вообще не понимала, где я, что я. Это все просто у меня как пеленой накрылось, и я очнулась, наверное, только через год. Реально. Я начала заедать даже в какой-то степени, наверное, свой стресс. Вот, и начался переходный возраст. Вот, начались небольшие проблемы, но потом я смогла взять себя в руки еще. Вот как раз перед универсиадой. Было очень тяжелое время, но я похудела на 9 килограмм за месяц. И я считаю, что это был мой один из лучших стартов, потому что я наконец, наверное, первый раз в своей жизни подошла очень осознанно к нему. Это был уже взрослый, такой 17 лет мне было, 18. И... Не хватило этого на Олимпийских играх? Да, я думаю, да. Возможно, все было слишком как-то хаотично. Все шло своим чередом, и не было тебя в этом процессе настоящем. Да. Не было моего сильного желания, сильной цели. Двигаться в этом возрасте не хватило. Как вот, мне, правда, я не знала эту историю, Ирина Сана тебе говорит это, и ты говоришь... Ничего, опять от того, что мне 16 лет, ты это так драматично тоже не воспринимаешь. У тебя, я не помню, честно говоря, весь 12-й год, я помню какие-то вспышки, но, как говорю, то ли это было вот как пелена, это все проходило как будто не со мной. Вот. Это не было истерик, это не было сильных каких-то... Ты остаешься в Лондоне, ты смотришь Олимпийские игры? Да, я говорю, я не помню, как выступали девочки, я не помню этот момент вообще. Ты позвонила родителям, сказала это? Да, родители, конечно, очень за меня беспокоились. Не за то, что я не выступаю на Олимпиаде, а за мое моральное... Да, как ты... Переживаю это, да. Вот, ну, ничего, слава богу, видимо, Господь меня уберег, как раз-таки, может быть, Он мне и накрыл этот как бы купол, чтобы я сильно не углублялась, сильно не вникала, потому что, наверное, есть люди, которые драматичнее и сложнее это переносят. Я начала просто есть. Просто много есть, и, видимо, мне это помогло. Кстати, но это только физически, как говорится, это не так страшно, потому что ты потом вошла в форму. Это очень забавно. Только чисто гимнастический выход из ситуации. Да, ну потому что еще себя держишь, и тут все. Я даже в какой-то степени была чуть-чуть рада. Могу пойти поесть наконец-то, могу не идти на эту безумную тренировку. И немножко было облегчение.
вот, поэтому не так все плохо. А потом пошла реабилитация, ты восстановила ногу. Да, я очень долго не тренировалась, месяца 3-4. Я не могла, я ходила постоянно в лангетки, у меня все не зарастало никак. Потом все нормально срослось. Вот, и я начала так тренироваться, проблемы с весом все-таки дали о себе знать. Вот, и, как-то так все, и мы с Ритой выступали как раз. Я постоянно вторые места, вторые. Вот, и потом, я говорю, я не знаю, я так сильно загорелась выступать на универсиаде в Казани. Вот, и я поставила себе цель. Я очень тяжело худела, я бегала, мы были в Хорватии на сборах целый месяц, я одевала на себя огромные костюмы баллоневые. Мало того, что я только завтракала, я в этой Хорватии 30-градусной, когда люди сидят на пляже и пьют коктейльчики, я просто в пуховике по городу уносилась и скидывала так килограммы свои. Но ничего, скинула, прекрасно выступила, и счастлива, что я думаю, что все-таки это был конец моей карьеры. Все, что было дальше, нужно было быстренько закончить. Еще показательное выступление одно красивое, про которое мы говорили, и все. Это все было, мне кажется, зря. Дальше то, что уже не было того настроя, почему тут я сделала то, что я хотела, и мне было достаточно. Ты сказала, что это были самые такие, наверное, яркие, осознанные твои соревнования. Как уже осознанная Саша сделала решение, пришла к этому решению, чтобы завершить карьеру? Видишь, Саша что-то как-то не сразу к этому пришла. Я думаю, что нужно было раньше прийти к этому, но, наверное, мне помогли мои отношения с моим будущим мужем. Очень тяжело выходить из гимнастики в никуда. Тяжело, когда ты всю свою жизнь посвящаешь этому делу, потом выходишь в мир, и ты вообще не знаешь, чем себя занять. Ты немного не нужен этому миру, как будто бы. А я начала встречаться с своим молодым человеком, он у меня жил в Новосибирске, я моталась, уже летала туда-сюда. И у меня началась совместная жизнь с моим будущим мужем, и как-то все это так легко прошло. Это было логическое завершение всей моей карьеры. Мне помогли отношения. То есть это было, правда, такое, опять слово повторюсь, логично, не было никакой драмы, ты приняла решение? Нет, да, это было, мне тяжело стало совмещать личную жизнь и спорт, наверное, так. И ты поняла, что там, наверное, что-то больше... Перспектива получше, как оказалось, не зря, надеюсь. Надеюсь, я так лет через 20 тоже скажу. Муж, слушай. Да, дай бог. Как ты об этом сообщила Ринцане, своим родителям? Родителям, конечно, это далось немного тяжело, потому что моя мама реально посвятила очень много этому виду спорта, и в частности для нее это была прям целая жизнь, моя гимнастика. Не то, что она меня когда-то заставляла что-то делать или еще, она просто мне всегда очень сильно помогала, она меня везде возила, везде все это. Твой главный фанат? Да, она, то есть, реально меня всегда поддерживала, вплоть, она мне привозила в Новогорск там контейнеры с правильной едой, у меня очень такая щепетильная мама. И ей было тяжело. Она плакала долго, не могла смириться. Если у меня началась другая жизнь, а у нее как будто что-то закончилось. Несмотря на то, что у меня еще 2 брата, там большая семья. Сейчас она абсолютно счастлива, она говорит: Господи, хорошо, что ты в этот момент закончила, ты дальше не травмировалась, ты родила мне здорового внука, и все прекрасно. То есть сейчас она смотрит на это совсем по-другому. То есть, мне кажется, у нас большая аудитория именно мам гимнасток, они сейчас... Я почувствовали думаю, себя в этой истории. Да, я хочу дать им небольшой совет: не надо давить на своих детей. Детям должно это все очень сильно нравиться. Только поддерживайте, только помогайте им, но не давите. Это сделают тренеры. Я так думаю. Такой зловещий смех у меня сейчас был. Это наша работа. Да. Я думаю, что я, может быть, дальше тоже буду тренировать, и я это понимаю. Подскажи, пожалуйста, Ринцане как сказала? Ринцан тоже это все было логично, Господи помилуй, я уже растолстела и уже не могла особо ничего делать. И то она очень терпеливо со мной была. Да. Она меня не выгоняла. Я сама к ней приехала, говорю: Ринцан, мне кажется, уже все, да? Уже хватит. Без вариантов. Да, уже что-то как-то не прикольно. Уже, не та Саша. Да, и я сказала: я всегда буду тебя любить, я всегда
хочу, чтобы ты приезжала ко мне, была рядом. И тогда еще мне легко было, потому что был большой концерт, подготовка к дню рождения художественной гимнастики, мы в Мариинке выступали, да. И я была, также ездила в зал, также участвовала во всех этих концертах, солировала, и поэтому мне как будто ничего не закончилось, потом раз все это и свернулось. Ну, в общем, было все нормально, говорит, ты, главное, пожалуйста, вот участвуй во всем этом деле, потому что все-таки лепту свою внесла в гимнастику, вот. Так что все было нормально, мягко, легко. Полюбовно. Да. А ты сказала, что видишь себя будущим тренером. Ой, вот я так и знала, что ты зацепишься за это. Не знаю пока. Я, конечно, ну ты видишь, да, я очень эмоциональна, я очень люблю гимнастику. Наверное, да, моя жизнь, возможно, будет связана с этим. Но я не хочу себя посвящать, потому что тогда я урежу время своего ребенка. Да, ну, и поэтому сейчас пока не готова. Сейчас я хочу посвятить свое время ему. А там посмотрим, когда он будет взрослый, когда он сам будет, дай бог, заниматься хоккеем или еще чем-то, то я думаю, у меня будет побольше свободного времени, и мне нужно будет себя реализовать. Но, может быть, это будет не тренерство, а там что-то другое. Не знаю. Я зануда уже зацепилась к твоим словам и очень счастлива услышать фразу, что ты любишь гимнастику. Да, ну а как это дело во всей моей жизни? Я про то, что, ну, скажем, непростой момент был в жизни, связанный с гимнастикой, какая-то, ну, может быть, чуток вселенская несправедливость, там, ну... Я думаю, наоборот, справедливость, значит, так должно было быть. Класс, это очень здраво и очень мудро, потому что, ну, есть девчонки, которые после спорта обижены на гимнастику, обижены... Мне проще всегда было, я, слава богу, из хорошей семьи, я никогда, мне не нужно было карабкаться и держаться вот за этот единственный шанс пробиться в жизни и зажить хорошей жизнью. Из-за этого у меня не было такого надрыва, не было вот цели всей моей жизни. Поэтому, может быть, я все так это мягко переходила. У меня была моя семья, которая меня всегда ждала дома, и я знала, ну, закончу я со спортом, я пойду учиться. Я живу в Москве, я не живу в каком-то городе, из которого мне нужно выбраться, чтобы зажить хорошей жизнью в Москве. Вот, как многие там девочки стремятся к этому. Поэтому, может быть, это поэтому все так мягче, поэтому я ни на что не обижена. Ну и вообще я не умею обижаться, честно говоря. Я через 2 минуты уже забываю, на что я там обижалась, особенно с мужем. Я реально не помню, что он мне говорит во время ссор. И, наверное, из-за этого мы ссоримся иногда опять, потому что я не помню, что ему там не нравилось когда-то давно. Вот. Идеальная жена и, возможно, идеальная подруга. Расскажи, пожалуйста, ты состоишь в том чате, не будем называть уж название. Про который Лиза, да, рассказывала? Да, Лиза Назаренкова рассказывала в нашем интервью с ней. А вы знаете состав этого чата или... Расскажи поподробнее. Ну, это Лиза Назаренкова, Ралина Ракипова, это которая тоже девочка, стояла в групповом российском. Катя Сетейкина, это в Центре олимпийской подготовки. С Катей, конечно, хорошо знакома. Да, ты ее знаешь. Рита Мамун и я. Вот, ну и как-то мы так сдружились. Вот 95-го. Да. Нет, Ралишка 96-го. Я вот Ралину просто не знаю. Она 96-го, да. Да, ну как-то у нас так, причем, наверное, мы так сдружились после спорта, даже я бы сказала. Ну, с Ритой я всегда была и Лизой близка, с Катей мы как-то после спорта. Ну и мы друг друга так объединили, и такой у нас чат организовался. Он еще не превратился в полностью мамский чат, так как там всего 2 мамочки. Да, но ничего, может быть, ну как бы в скором времени, что да. Правда, они еще замуж не вышли, но... Но вы над этим работаете. Ну так, я думаю, они должны сами над этим поработать. Расскажи, пожалуйста, у вас есть очень классная фотография в Инстаграме, что вы встретились, вместе прилетели с разных концов Земли. Да. Насколько у вас принято это в вашей дружном коллективе? И как так вообще случилось? Это всегда получается очень редко, потому что, ну, вы видите, да, где мы только не находимся все втроем. Ой, в пятером. Короче, все мы где-то находимся. И да, это бывает там типа 2 раза в год, что мы так все вместе встречаемся. Обычно мы встречаемся кучками. 3, 2, 3, 4 иногда. Про фотографию, вот где именно вы встретились? У меня дома. Это было буквально, кстати, перед Новым годом. Видимо, Новый год, все стараются проводить время с семьей, да, и как-то более-менее все в России, хотя бы в Москве, соединились. Вот, ну и мы уже с 2 малышами со своими были, и такое уже все по-семейному у нас происходит. Ну, как я знаю, это у вас такая есть добрая традиция летать друг к другу, скажем так. Это у Риты добрая традиция летать ко мне.
Она ко мне прилетала в Торонто. А на тот момент она уже была беременна, и я даже не верила, что она ко мне прилетит, потому что, ну, такой длинный перелет. Но я думаю, я так по мне соскучилась, но на самом деле по совместительству у нее там еще были сборы, но она это все так сорганизовала, чтобы у нее там, ну, у нее много предложений, она не все принимает, но вот в Торонто она приняла, потому что знала, что я там, я надеюсь, что это так. Да нет, ну, Надеюсь, у нас будет возможность да, но и спросить у Риты. она осталась на неделю, то есть она могла там типа на один день приехать, а она с мужем прилетела, осталась на неделю, это был для меня глоток просто свежего воздуха, когда она приехала, потому что мне было очень одиноко в Канаде. Потом она прилетела ко мне на Алтай, опять же беременная, она сейчас как-то очень много путешествовала. Вот, мы провели тоже очень здорово неделю, я была с малышом, мы гуляли по этим полям, я показывала ей Очень красивые фотографии у вас. Да, эту красоту. Вот, и сейчас она собирается ко мне с малышом уже в Питер, скоро, в марте. Вот, так что жду ее. Но еще мы с ней просто соседки, мы живем просто, вот, ходим друг к другу через гараж. Не рассказывай, а то фанаты приедут. Да, ладно, я же не сказала адрес. Вот, у меня прям на соседней, мы ходим через гараж друг к другу. Даешь Рите советы соседи, советы по поводу материнства? Да. Опытная мать? Ну, не то, что, но реально это оказалось не так-то просто быть мамой. Я когда родила малыша, я ко всем подходила, почему мне сказать, что это так тяжело? Я первые 2 недели просто не понимала, что с ним делать. Я его безумно сразу полюбила, и так мне прям, я плакала, я говорила, а что я, как ему помочь? Как ему помочь, и почему я так сильно его люблю? Откуда вообще эти эмоции? Я просто не могла с ними справиться, они меня просто запрокинули. Ну ничего, он у меня просто еще первые 3 месяца вообще не спал. Прям вообще наступала ночь, ребенок кряхтит, пыхтит, все делает, только не спит. И мне немножко было сложно. Вот, ну, ничего, все это проходит. Забывается. Да, забывается, и сейчас, когда ему вот уже 1 год и 7 лет, это невероятное счастье. И Рита потихонечку тоже проходит через все эти этапы, но у нас с ней взаимная любовь к своим детям, к детям друг друга, и, ну, конечно, у нас больше общих тем. Когда появляются дети, мне кажется, мамочки начинают говорить только об этом. Так что... Как знакомо. Да. Наш традиционный блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Угу. Гимнастика — это? Жизнь. Прекрасно. Очень шаблонно. Нет, кстати, немногие так отвечают. Да? Но были такие ответы. Если один предмет в гимнастике, то какой? Булавы. Один. Ну, у меня это логично. Чемпионат мира, булавы. Это... Если сын, то, скорее всего, хоккей. Если дочь? Гимнастика. Художественная, конечно же. Я считаю, что для девочки это прекрасно. Кто бы что ни говорил. Красивая фигура, растяжка, кому не помешала, никому. Фраза от Ирины Александровны, которая вспоминается. Ну, я не знаю, как ее, честно говоря, сформулировать точно, но когда она говорит, что во время упражнения... войди в поток. Это очень странная фраза, она совершенно не поддается объяснению, но когда ты входишь в поток, ты делаешь какие-то невероятные вещи. Ты как будто тебя что-то вот так берет, и все. Вот если ты в него вошел, то все эти 1,5 минуты ты будешь неотразим. Ты будешь делать такие вещи, которые ты, возможно, на соревнованиях никогда не сделаешь, потому что давит вот это немного напряжение, ответственность. А иногда на тренировках я могла выдавать реально такое, что мне казалось, что это феноменально. Но были вот соревнования, когда ты вошла в поток? Не могу вспомнить. Наверное, на универсиаде. Какие-то моменты я входила в этот поток, но скорее это происходило на тренировках, когда она меня энергетически заряжала, говорила эту фразу, и это как-то все происходило реально неведомой силой. Вот это я вспомню. Это я только сейчас с возрастом начала понимать, что она хотела. Тогда это получалось непроизвольно, а сейчас я начала понимать и давать отчет, что именно она имела в виду. Можно я спрошу вопрос, как ты, как близкая подруга, смотрела фильм «За пределами»? Я, честно, смотрела с трудом. Это в какой-то степени была и моя жизнь, да, просто про меня это не сняли, а я переживала все то же самое. Это показали немного драматичнее, чем... Не то, что чем есть. Есть такие моменты, все это есть, но есть и положительные стороны. Не показали того, что... Не показали счастья, не показали те эмоции, которые мы испытываем тоже. Мы не только так все драматично, но это тоже все есть.
То есть я смотрела и немножко не понимала, почему они показали только одну сторону. Возможно, потому что в кино часто показывают счастье спортсменов, Но и не нужно было показывают. немножко разбавить, наверное. Но это было, я думаю, что это немного кого-то могло отвернуть от гимнастики. Саша, по нашей доброй традиции, пожалуйста, пожелания нашим зрителям. Ну, родителям я уже дала советы, не знаю, прислушаетесь ли вы или нет, но опять же вам советую прислушаться. Вот. А деткам я желаю, и не деткам, уже взрослым спортсменкам, я желаю терпения, смирения, желаю очень сильно любить то, чем вы занимаетесь, и я желаю вам огромных успехов, и не только вам, в принципе, всем людям добиться того, чего бы они хотели. Спасибо большое, что смотрели. Это я сказала за Азизом. Но это я от себя Я надеюсь, хочу... нас посмотрят. Да, я хочу сказать от себя большое спасибо, что вы вообще интересуетесь гимнастикой и вспоминаете еще про таких гимнасток, как мы, которых немножко, мне кажется, уже забыли, ну потому что реально это нормально, нас очень много. Нас Вот. не очень много, но, к сожалению, просто гимнастикой все говорят именно про спорт, а про жизнь, и кто создает эту гимнастику. Ну Это же да. целая команда, это сумасшедшее, Да. сколько людей создают российскую художественную Да, и о них, гимнастику. конечно, стоит говорить, потому что заслуги не только наши во всем этом, но и И тренеры, и постановщиков. хореографы, и гимнастки, которые не выиграли олимпийское И золото, но внесли свой вклад. родителей. Сумасшедшие, конечно, Обязательно, родители. потому что, я не знаю, я благодарна своим родителям за все, что имею. Саш, очень приятно было с тобой поговорить, несмотря на твой юный возраст, говорю я как опытная старая женщина. Да уж. Так здорово, что у тебя каждый период твоей карьеры проанализирован и сделаны очень здравые, добрые выводы. И мне было приятно услышать, что ты влюблена в гимнастику, несмотря на сложности определенные. Огромное тебе спасибо, что большое. поговорила с нами о гимнастике. Спасибо огромное. Если честно, мне вы тоже помогли сейчас еще больше разложить все в моей голове по полочкам. Большое спасибо. На самом деле я люблю искренне. Ну, конечно, такое не надо, Да? дети, но... Запикай мне. Нет, не надо, ладно, у меня самой ребенок там быть. Это же я сказала. Она сказала? А тогда оставляйте. Саня, Саша, Александр, Саша. Обязательно так официально это все привет. Подожди. Ну а как? Ну что мы включаем? Понятно, люди же понимают, что мы, наверное, уже потрепались. Нет, они думают, ты пришла в студию, мы вот так Всё, давай. сидим. и не Все, знакомы, начинаем. как сидим. Давай, все. Хватит ржать, ну что, у всех так? Да, Да? да. Ладно. Давай. А вы-то тоже домой хотите, иные люди. Так что... Ладно. Саш, привет. Ну начинай, ты чё? Профессионализм включи свой. Под жопу или не даете, что она всегда пришла или чего? Господи, это лучшая подводка. Саш, привет. У нас второй выпуск подряд с женами хоккеистов. Не с гимнастками, просто женами. Я уже интервью, если что, давай еще раз. Короче, все, говорим. Просто ты мне так рассказала, жены хоккеистов. Вот я к гимнастике не имею отношения. Но я хотела пошутить, что